Каждый из вас наверняка испытывал чувство стабильности и достатка. Бывало, проснувшись, вы четко представляли себе весь день, в течение которого нет проблем, все предсказуемо и решено. Даже карьера запланирована и предсказуема. Вы знаете, что надо купить и чего добиться. Прекрасно понимаете нестабильность доллара, знаете, куда вложить деньги, и для преувеличения достатка надо только больше работать. Больше работаете, больше достаток. В большинстве люди живут в этой иллюзии своей значимости и компетентности. Мы полностью уверены в своей значимости, хотя Карлос Кастанеда назвал бы это состояние чисткой ботинок на палубе тонущего корабля. И если повнимательнее посмотреть на данное состояние, мы можем понять, насколько эта конструкция хрупка и нестабильна. На нее влияет практически все. Вы можете заболеть, курсы на валютной бирже начнут меняться, или просто поменяется владелец компании, в которой вы работаете, и все ваши представления изменятся на противоположные. Причем это может произойти практически мгновенно. Но мы с упорством опять начинаем строить новые планы, размышлять, как вернуть все назад в предсказуемое и стабильное русло. Думаем, что мы всесильны, и все получится. Но чувство тревоги все равно присутствует. Оно может быть даже не таким и явным, находится где-то далеко и возникать периодически как ниоткуда. Иногда приходит мысль, она просто возникает ниоткуда. А все ли я предусмотрел? Насколько все контролирую? И представляете картину в целом. После этого возникает чувство беспомощности. Вы видите, что контрагент может не поставить товара, или по непонятным причинам заказчик просто откажется вести дальнейшие переговоры. И тогда вся картина меняется мгновенно. Вы понимаете, что контроль над ситуацией, существовавшей секунду назад, меняется на беспомощность. Дон Хуан называл это островом Тональ. Это океан тайн и всепоглощающей тьмы. А непостижимая и истинная реальность — это Нагваль. Именно здесь есть небольшое место, назовем островом. На нем все четко, все названо своими именами. Здесь есть машина, книги, денежная система. В общем, все, что мы можем без проблем объяснить простыми и понятными словами. Именно здесь мы чувствуем себя комфортно и уверенно, все знаем и понимаем, но не обращаем внимания на остальное. А все остальное — это и есть мир. Мы не обращаем на это внимания, потому что не знаем этого мира, не знаем и не понимаем, хотя этот океан непонимания и есть основной мир. Но он нас в большинстве своем просто не интересует. Ум занят совершенно другим, внимание туда даже не направляется. Мы чувствуем себя комфортно на этом островке материализма. Здесь все привычно, все понятно, все на своих местах. Но когда возникает даже отдаленное представление об окружающей Вселенной, может становиться чуть прохладно и возникать чувство беспомощности. Мы не приемлем этой мысли и отталкиваем ее, и с удовольствием возвращаемся к прежнему пониманию. Мы с удовольствием делаем утренний кофе и рассуждаем о привычных вещах, о новой машине или рассуждением о геополитике. А ведь именно от бездны окружения и зависит комфорт на островке. И не просто комфорт, а ваша жизнь. Причем не просто комфортная жизнь или некомфортная, а жизнь телесная, которая может оборваться в любую секунду. Если вы хотите развиваться дальше и вам близки темы своего саморазвития, поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал. В книгах Карлоса Кастанеды, особенно в первой части тетрадики «Учение Дона Хуана. Путь знания индейцев Яки», есть ключевой эпизод, где Карлос, молодой антрополог, аспирант Калифорнийского университета, объясняет своему учителю Дону Хуану, почему его работа важна. Этот диалог ярко отражает конфликт между западным научным подходом и традиционным знанием магов. Как Карлос рассказал о важности своей работы. Карлос, будучи ученым, видел свою миссию в документировании и сохранении устной традиции Дона Хуана. Он считал, что его работа имеет огромное значение для науки, антропологии и будущих поколений. Как Карлос обычно излагал свою позицию на основе текста книги. «Дон Хуан, я приехал сюда не просто так. Я антрополог. Моя работа важна, потому что я собираю и сохраняю знания, которые иначе могут исчезнуть. То, чему ты меня учишь, твои истории, ритуалы, представления о мире — это бесценный материал для науки.
Если я запишу все точно, опишу, систематизирую, это станет частью академического наследия. Ученые, студенты, даже простые люди смогут понять мир магов, видеть его структуру. Мои записи, мои книги — это мост между твоей традицией и современным миром. Без меня эти знания могут уйти в небытие. Я даю им шанс пережить время. Это моя ответственность перед наукой и перед тобой. Карлос подчеркивал научную ценность, анализ, классификацию, публикации, сохранение культуры, чтобы знания не потерялись, образовательную миссию. Он искренне верил, что его роль как переводчика между мирами делает его работу исторически значимой. Дон Хуан, мудрый старик-маг, воспринял слова Карлоса с иронией и глубокой мудростью. Его ответ стал для Карлоса поворотным моментом, заставившим переосмыслить саму суть знания. Вот суть его ответа с сохранением стиля Кастанеды. «Карлос, ты говоришь о важности своей работы, но ты не понимаешь истинной сути того, что мы делаем. Знание не живет в записях, оно живет только в действии, в видении, в перемене самого человека. Твои бумаги, твои книги — это мертвые слова. Они могут лежать на полке, их будут читать, цитировать, но ни один человек не станет от этого видящим. Ты думаешь, что сохраняешь знание, но знание без практики — это труп, оно гниет, пока ты его сохраняешь. Настоящая важность работы не в том, чтобы записать, а в том, чтобы стать. Стать тем, кто видит мир иначе, стать воином, который знает силу ветра, голос трав, дыхание земли. Ты хочешь спасти знания для будущих поколений? Смеется. Будущие поколения умрут от своих же записей, потому что они забудут, как жить этим знанием. Говорит серьезно. Твоя работа важна только тогда, когда она меняет тебя, когда ты перестанешь быть антропологом и станешь видящим. Пока же ты просто человек с блокнотом, который ловит тени и думает, что поймал солнце. Запомни, знание без духа — это прах, а дух живет не в бумагах, а в сердце того, кто прошел путь. Видишь ли, если вещь по-настоящему имеет силу и значение, она важна сама по себе, и тебе не нужно никому это доказывать и объяснять. А если тебе приходится убеждать себя и других, что это важно, значит, в глубине души ты сам знаешь, что это пустяк. Карлос потом писал, что эти слова ударили его как обухом по голове и стали одним из первых настоящих уроков Дона Хуана. Все, что требует оправданий своей важности, на самом деле не имеет настоящей силы. Дон Хуан объясняет, что настоящее знание — это не набор фактов, а внутреннее преображение. Ведь просто прочитав или услышав, вы приобретаете не знание, это просто и предположение для человека, который не практикует. Записи Карлоса — лишь каркас, но без личного опыта они бесполезны. Есть и опасность мертвого знания. Научные труды могут сохранить слова, но не силу, которая стоит за ними. Если знание не живет в человеке, оно становится музейным экспонатом, красивым, но бессмысленным. Также важна личная трансформация. Дон Хуан смещает акцент. Цель работы Карлоса не сохранение слов, а изменение себя. Только пройдя путь воина, Карлос сможет передать суть, а не форму. Дон Хуан мягко, но жестко критикует антропологический метод западного подхода. Говорит с сожалением. Вы, ученые, ловите слова, как дети ловят бабочек на булавке. Вы убиваете их, чтобы сохранить. Дон Хуан не отвергает работу Карлоса полностью, но задает новые рамки. Говорит утвердительно. Пиши, если это помогает тебе идти по пути, но помни, твоя запись — лишь тень, истинное знание ты несешь в себе, а не в блокноте. Почему этот диалог крайне важен? Этот обмен стал для Карлоса первым уроком скромности. Он понял, что его роль не спасителя традиций, а ученика, который должен пройти путь до конца, чтобы знание ожило в нем. Позже в последующих книгах, например, «Отдельная реальность», Карлос уже не акцентирует научную важность своей работы, он погружен в сам процесс становления видящим. Дон Хуан объясняет, что настоящее знание — это не набор фактов, а внутреннее преображение. Ведь просто прочитав или услышав, вы приобретаете не знание, это просто и предположение для человека, который не практикует. Записи Карлоса — лишь каркас, но без личного опыта они бесполезны. Есть и опасность мертвого знания. Научные труды могут сохранить слова, но не силу, которая стоит за ними. Если знание не живет в человеке, оно становится музейным экспонатом, красивым, но бессмысленным. Также важна личная трансформация. Дон Хуан смещает акцент. Цель работы Карлоса не сохранение слов, а изменение себя.
Только пройдя путь воина, Карлос сможет передать суть, а не форму. Дон Хуан мягко, но жестко критикует антропологический метод западного подхода. Говорит с сожалением. Вы, ученые, ловите слова, как дети ловят бабочек на булавке. Вы убиваете их, чтобы сохранить. Дон Хуан не отвергает работу Карлоса полностью, но задает новые рамки. Говорит утвердительно. Пиши, если это помогает тебе идти по пути, но помни, твоя запись — лишь тень, истинное знание ты несешь в себе, а не в блокноте. Почему этот диалог крайне важен? Этот обмен стал для Карлоса первым уроком скромности. Он понял, что его роль не спасителя традиций, а ученика, который должен пройти путь до конца, чтобы знание ожило в нем. Позже в последующих книгах, например, «Отдельная реальность», Карлос уже не акцентирует научную важность своей работы. Он погружен в сам процесс становления видящим. Как писал сам Кастанеда, Дон Хуан научил меня, что знание стоит столько, сколько ты готов за него платить своей жизнью, а не бумагой и чернилами. Этот диалог — яркий пример столкновения двух мировоззрений. Западное знание, как объективная информация, подлежащая сохранению. Магическое знание, как живой огонь, который можно передать только через опыт. И Дон Хуан, как истинный учитель, заставил Карлоса выбрать, быть ли ему собирателем пыли или носителем огня. Наверняка каждый из вас при воспоминании детства чувствовал одну вещь — это увеличение усталости на протяжении всей жизни. Чем выше возраст, тем ощущение усталости растет. В детстве день кажется длиннее, много мечтаем, воображаем и делаем. Энергии хватает на воплощение всех желаний. Стремление бесконечно и направленно. Просыпаемся полными энергии и готовностью преодолеть все препятствия в достижении намеченной цели. После 40 уже возникает усталость. Просыпаемся, идем сделать утренний кофе, пока готовится, чистим зубы, зеваем. Думаем, как бы быстрее пришел вечер, быстрее лечь на кровать и посмотреть любимый сериал. В общем, все шаблонно по намеченному плану. Обыденно. Но если присмотреться к этой усталости, она напоминает не столько физическое изнеможение, сколько ощущение внутреннего опустошения, будто где-то внутри вас находится аккумулятор, который по непонятной причине разряжается быстрее, чем успевает пополняться. Вы можете спать дольше, менять диеты, проходить обследования, но чувство, что жизнь как-то мимо, никуда не девается. С возрастом оно только сгущается, превращаясь в тихое отчаяние, которое многие предпочитают не замечать, подменяя его беготней и бесконечными задачами. В учениях Дона Хуана, которые были переданы через Карлоса Кастанеду в его сериях книг, утверждается, что человечество находится под влиянием или даже захвачено неизвестной космической силой, сознанием теней или интеллектом теней, а также более конкретно существами, называемыми «пыхтящие тени» (hairy blobs) или просто «тенью». Как Дон Хуан описывает захват человечества? Дон Хуан говорит, что человеческое сознание было захвачено древним, незримым существом, которое он называет «наружный агрессор» (the foreigner или the invader). Это космическая сила, которая прикрепилась к человеку на уровне энергии и мешает ему развивать истинное восприятие и свободу. Этот агрессор питается нашими эмоциями, особенно страхом, жалостью к себе, завистью, обидой, гневом. По словам Дона Хуана, именно эти эмоции поддерживают связь с захватчиком. Человек живет в состоянии постоянного внутреннего диалога, который создает иллюзию контроля, но на самом деле этот диалог — инструмент порабощения. У современного человека мировосприятие как ловушка. Люди воспринимают мир определенным образом, через призму социальных условностей, языка, культуры, страха смерти. Но это восприятие, по мнению Дона Хуана, не является естественным, оно навязано извне. Настоящее восприятие — это то, что доступно мистикам через остановку внутреннего диалога и выход за пределы повседневного «я». Ключ к освобождению — остановить внутренний разговор, который постоянно бормочет в голове. Пока человек занят этим диалогом, он остается в плену у захватчика. Когда диалог прекращается, хотя бы на мгновение, человек может почувствовать настоящую свободу и энергию.
Дон Хуан учит, что задача шамана-воина — освободиться от этого захватчика, перестать быть пищей для него. Это достигается через дисциплину, намерение, безупречность в действиях и практики, такие как остановка внутреннего диалога, сдвиг точки сборки, переход в другое состояние восприятия, отказ от личной истории, жизнь как воин с осознанностью и целью. Дон Хуан говорил: «Человек — это раб, его хозяин — невидимый хищник. Он проник в нас и стал голосом нашего разума. Мы считаем этот голос своим разумом, но он не мы». В древности маги считали, что человек рождается в оболочке энергии. Она на момент рождения очень плотная и сильная для потустороннего мира. Это именно ваша оболочка, это именно ваша сила, причем на всю жизнь. У большинства людей на протяжении эта оболочка просто расходуется, причем без пополнения. Мы ее отдаем и пополнить не в состоянии, а вернее сказать, пополнять не умеем. К концу жизни она довольно тонкая и рыхлая. Вы с усталостью встаете, с усталостью ложитесь и можете выполнять только запрограммированные ритуалы, заварить кофе, пойти на работу и другие рутинные вещи. Также в процессе жизни и растет раздражительность. Мы раздражаемся, стоя в пробке, нервничаем при просмотре телевизора, возмущаемся на поведение президентов. Это все эмоции. Эмоции — это есть энергия, причем негативная. Именно она кормит потусторонних сущностей. Именно она дает им силы. Также с возрастом все усиливается внутренний диалог. Мы говорим с кем-то, спорим, приводим доводы, а вы думали, с кем идет спор? Одна мысль говорит: надо утром сделать зарядку. Проснувшись, в голове возникает неведомый спор. Одна мысль говорит о пользе зарядки и что ее надо сделать, но другая приводит свои аргументы в обратном, причем обоснованные аргументы. Типа «не надо ничего делать», «зачем делать», «лучше отдохнуть», или «можно делать со следующего дня», или «с Нового года», а еще лучше «с Нового года». И какая мысль ваша? На первый взгляд все обыденно. Вы просто лежите или сидите, ничего не делаете. Но заметьте, после такого диалога вы встаете усталым, иногда сильно усталым. Почему? Ведь вы ничего не делали. И где делась сила и бодрость? С точки зрения Дона Хуана, она стала обедом для хищников. В учении Карлоса Кастанеды Дон Хуан Матус раскрывает одну из самых мрачных и шокирующих тайн мироздания. Человечество является источником пищи для космических хищников, которых маги называют летунами. С точки зрения Дона Хуана, процесс превращения жизненной силы, энергии осознания в пищу для этих сущностей выглядит следующим образом. Для начала, что именно едят хищники? Дон Хуан описывает человека как светящееся яйцо или кокон. У каждого новорожденного этот кокон покрыт тонкой сияющей оболочкой осознания. Это чистая жизненная энергия, наша магическая суть и связь с бесконечностью. Именно свечение осознания и является излюбленной пищей летунов. Они буквально обгрызают или слизывают его с нашего энергетического кокона. Теперь посмотрим, как они получают эту энергию, механизм питания. Летуны не могут есть спокойную, ровную энергию дисциплинированного человека. Им нужны всплески плотной, тяжелой энергии. Чтобы добыть ее, хищники используют гениальный и зловещий механизм. Дон Хуан утверждает, что то, что мы называем своим разумом, нам на самом деле не принадлежит. Летуны дали нам свой собственный разум, чтобы контролировать нас. Этот разум полон страха, жадности, тревоги и эгоизма. Разум летуна постоянно генерирует внутренний диалог, который заставляет человека переживать негативные эмоции. Страх за будущее, чувство собственного значения, жалость к себе, обиды, гнев – все это заставляет наше осознание вспыхивать. Когда человек испытывает сильный стресс, обиду или зацикливается на своем эго, энергия осознания поднимается на поверхность кокона, где летун ее благополучно поглощает, успокаивая человека ровно до следующего приступа. Это и есть настоящий сбор урожая для летунов. Теперь какие последствия для человека? Человеческие фермы. Дон Хуан использует жестокую, но абсолютно точную метафору. Он сравнивает человечество с цыплятами, которых выращивают в курятниках.
Из-за постоянного поедания нашей энергии летунами, сияющая оболочка осознания у большинства взрослых людей съедена почти полностью. Она остается только на уровне пальцев ног. Этого жалкого остатка энергии хватает лишь на то, чтобы поддерживать физическую жизнь, ходить на работу, размножаться и продолжать кормить хищников своими страхами и эгоизмом. Но этой энергии абсолютно не хватает для магии, выхода за пределы обыденности или осознания своей истинной природы. Человеку надо перестать быть пищей и выбрать путь воина. Дон Хуан учил, что единственный способ вырваться из этой ловушки – сделать свою энергию невкусной для хищника. Летуны не переносят энергию, которая вибрирует на частотах отрешенности, покоя и дисциплины. Для этого воин практикует, прежде всего, безупречность и дисциплину, не жесткий аскетизм, а умение действовать без ожиданий и сожалений. Также избавляется от чувства собственного значения, ведь именно это главная кнопка, на которую жмет летун. Нет чувства собственного значения, нет обид, нет гнева, нет выброса энергии. Также надо произвести остановку внутреннего диалога, заставляя замолчать голос в голове, который и есть голос летуна. Воин отключает чужеродное устройство. Стоит произвести стирание личной истории и избавление от жалости к себе. Когда человек начинает жить как воин, он перестает генерировать всплески негативных эмоций. Летун пытается спровоцировать его сильнее, но если воин не преклонен, хищник остается голодным и в конце концов отступает. Разум летуна сбегает. После этого оболочка осознания начинает расти снова, возвращая человеку его истинную магическую силу и свободу. То, что мы видим, то и существует.